Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такую вот интересную модель слитков. Вот такая у нас будет идти красивая резинка. По центральной части у нас будет идти объемная такая коса. Подошва у нас идет без шва, то есть вяжется это все таким цельным полотном. В конце мы сошьем только заднюю часть нашего слитка. В мастер-классе данные слитки я вязала на размер 37-39. По ходу вязания я буду объяснять, какую деталь нужно связать больше или меньше, если вам нужны слитки на другой размер ноги. Данные слитки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет по метражу 100 грамм 240 метров и состав 51% акрила и 49% шерсти. Также для вязания нам понадобятся круговые спицы. Также можно использовать и чулочные спицы. Ножницы, дополнительную спицу я возьму для того, чтобы переплетать наши косы и набирать петли. Мы будем также на 2 спицы. Крючок и иголка нам также понадобятся для того, чтобы в конце спрятать наши кончики и сшить заднюю часть слитка. Перед тем, как приступать к вязанию, давайте сначала расскажу, каким образом мы будем вязать наш следок. Для начала мы провяжем вот этот участок резинки. По ходу вязания я буду измерять каждую деталь в сантиметрах, так чтобы вы могли ориентироваться не на количество провязанных рядов, а на количество нужных нам сантиметров. После чего мы вывяжем вот этот вот мысок. Дальше вывяжем мы вот эту часть подъема, после чего приступим к вывязыванию нашей подошвы. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю связать их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Я беру пряжу, также я взяла круговые спицы и дополнительно я взяла обычную чулочную спицу. Нужно брать не толстую спицу, 2 или 2,5 мм. И на 2 спицы мы сейчас будем набирать наши петли. Можно набирать петли и на одну спицу. Единственное, контролируем вот этот набор, сильно петли не затягиваем. Поэтому вот на 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 51 петлю. На спице я набрала 51 петлю, чулочную спицу я вынула, и сейчас мы будем приступать к вязанию первого ряда нашей резинки. Единственное, здесь я хотела сказать в начале, если вам понадобится другое количество петель, то раппорт узора данной резинки составляет 3 петли. То есть набираем количество петель кратное 3. На мой взгляд, вот я набрала здесь 51 петлю, вот здесь достаточно получается такая свободная, хорошая резинка. Поэтому, если, к примеру, вы хотите, чтобы резинка прям очень плотно облегала ногу, то можно набрать на несколько петель меньше. Или наоборот, если вы хотите, чтобы здесь резинка была прям такая максимально свободная, можете набрать на несколько петель больше. Единственное количество ваших петель должно быть кратное 3. Как я сказала, раппорт узора составляет 3 петли и 2 ряда в высоту. Вяжем первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше после кромочной петли вторую петлю я провязываю изнаночной петлей. И дальше у меня идут следующих 2 петли. Этих 2 петли я должна провязать как 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот я их 2 вместе провязала. Петли снимаю с левой спицы. И дальше вот этой левой спицей поднимаю вот эту вот петельку. Вот я ее возвращаю как бы на спицу и провязываю также лицевой петлей. Это мы провязали один вот раппорт узора. Дальше повторяем. 1 изнаночная, 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот так у меня сейчас выглядит. Вот эту крайнюю петлю, которая правая, поднимаю на спицу и провязываю лицевой петлей. Опять 1 изнаночная, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. 1 петлю поднимаю вот эту правую и провязываю ее лицевой. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот правую петлю, первую, которая вот у нас идет, провязываем, поднимаем и провязываем лицевой петлей. Таким образом довязываем первый ряд нашей резинки до конца. И
И вот смотрите, я провязала 2 петли вместе, петлю подняла, провязала лицевой, и в конце у меня осталось 2 петли. Значит, предпоследнюю петлю я провязываю изнаночной, и последнюю кромочную петлю мы всегда также будем провязывать изнаночной петлей. И вязание мы переворачиваем на изнаночную сторону и приступаем к вязанию второго ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше раппорт нашего узора с изнаночной стороны также будет всегда выглядеть одинаково. Кромочную сняли. Дальше у нас идет 2 петли лицевых. Вот одна, и вот эту петлю мы также провязываем лицевой. Вторая. И вот как раз таки после 2 лицевых провязанных петель следующую петлю мы просто переснимаем, не провязывая, но рабочая ниточка при этом у нас расположена перед работой. И опять 2 петли лицевых. Следующую петлю мы просто переснимаем, не провязывая, рабочая ниточка расположена перед работой. И вот, смотрите, чтобы не запутаться, всегда мы начинаем провязывать 2 лицевых, вот как раз таки вот с этой лицевой петли. Вот она у нас идет, она у нас хорошо видна. То есть вот она у нас идет первая лицевая. Сразу после нее вторая, соответственно, идет лицевая. И следующую петлю мы просто переснимаем, не провязываем, а рабочая ниточка перед работой. И опять повторяем 2 лицевых, петельку сняли, ниточка перед работой. Таким образом мы довязываем второй ряд до конца. И в конце у меня также вот осталось 2 петли. Значит, мы вяжем в конце одну петлю лицевую. И последнюю кромочную петлю, ее я провязываю изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. И мы сейчас приступаем к вязанию третьего ряда. Теперь наше вязание будет повторяться. Так как я сказала, раппорт узора составляет 2 ряда в высоту. Это те ряды, которые мы только что с вами провязали. Теперь мы повторяем кромочную петлю в лицевом нашем ряду мы снимаем. Дальше мы вяжем 1 петля изнаночная. Вот следующих 2 петли мы провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот как раз эту петельку, вот она у нас идет сверху, мы поднимаем вот на левую спицу и провязываем ее лицевой петлей. 1 изнаночная, опять 2 петли вместе за заднюю стеночку. Вот переднюю вот эту верхнюю петельку поднимаю и провязываю лицевой петлей. 1 изнаночная. Таким образом мы сейчас с вами провязываем резинку в высоту, чтобы она была 5,5 сантиметров. Сейчас каждый из нас самостоятельно продолжит вязать, то есть точно таким же образом, как я и показала. И лицевые, и изнаночные ряды всегда будут вязаться одинаково по той схеме, что мы с вами разобрали. И после того, как моя резинка будет в высоту 5,5 сантиметров, я подключусь и скажу, сколько это у меня составило рядов. Но мы ориентируемся не на количество провязанных рядов вот для резинки, а на нужную нам высоту. А высота нам нужна 5,5 сантиметров. Итак, вот я провязала необходимое количество рядов для моей резинки. Давайте сразу измерим ее высоту. Вот, как я и говорила, высота у меня равна 5,5 сантиметров. И смотрите, давайте сразу и ширину. То есть вот моя резинка лежит ровно в нерастянутом виде. Так, чтобы вы тоже могли ориентироваться. Ну вот получается, смотрите, 21 сантиметр. При этом, смотрите, вот она у меня так выглядит, не растянутом виде. При этом, вот видите, она еще может тянуться. Она получается такая достаточно эластичная. И смотрите, по количеству провязанных рядов у меня здесь получилось 16 провязанных рядов. И после того, как резинка наша готова, мы будем приступать к вывязыванию нашего мыска. На нашем мыске мы будем вывязывать вот такую объемную косу. Теперь, как же нам распределить петли на боковые части и на наш мысок? Значит, смотрите, для нашего слитка на резинку мы набирали 51 петлю. Теперь я нарисую отрезок и выделю центральную часть. То есть мы сейчас часть петель должны отдать на наш мысок и остальные петли разделить на боковые части. Наш мысок я буду вывязывать, вот этот вот, где у нас идет наша коса, из 15 петель.
Я считаю, что для любого размера взрослой ноги ну, вот стоит ориентироваться вот именно на это количество петель. То есть на мысок мы отдаем 15 петель. Дальше от 51, то есть это наше общее количество петель, мы отнимаем 15. Это те петли, которые мы отдаем для нашего мыска. И полученную цифру мы делим на 2, вот, на 2 части. И это у нас получается, что на каждую боковую часть у нас будет идти по 18 петель. Я беру нашу резинку вот в руку лицевой стороной к себе, и теперь просто на чулочную спицу я переснимаю 18 петель. Это петли нашей боковой части. Вот на чулочную спицу я пересняла 18 петель. Дальше беру вторую чулочную спицу и на нее переснимаю петли нашей центральной части. То есть у нас их 15. 2. Вот таким образом выглядит сейчас мое вязание. Если вы следок вяжете также на круговых спицах, как и я, чтобы у нас сейчас не болталось много спиц, я возьму вот круговую спицу, вот она у нас, и петли вот этой первой боковой части переодену также на эту круговую спицу. То есть центральные петли я пропускаю вот и на круговую спицу переодеваю первую часть петель от нашей боковой части. Это делать не обязательно, это просто для удобства. Если вы вяжете, к примеру, слитки на чулочных спицах, то вот на одной спице одна часть петель, на второй вторая и на третьей третья. Вот я боковые наши вот эти части одела на круговые спицы, вот я их так тяну, и вот круговую спицу вот так вот откладываю. То есть у нас эта часть и эта часть петель одета на круговые спицы, и вот на чулочные спицы у меня идут 15 петель, вот это петли нашего мыска. Для вязания нашего мыска нам понадобится вторая ниточка. То есть если есть, к примеру, второй моток, то можете взять кончик от второго мотка. Я сейчас буду доставать ниточку из середины моточка и приступать к вывязыванию нашего мыска. Теперь смотрите, какой момент. Вот эта наша коса у нас будет вывязываться из 16 петель. Дальше, если посмотреть здесь рисунок наш, у нас вот сбоку здесь идет по несколько петель из платочной вязки. У меня идет вот коса из 16 петель, и вот с левой и с правой части от нашей косы у меня идет 3 петли. 2 петли это платочная вязка плюс 1 кромочная петля. То есть здесь еще у меня идет 3 петли. И здесь плюс 3 петли. Вот здесь вот 3 петли, коса и 3 петли. Это с учетом наших кромочных петель. То есть таким образом вот это количество петель у меня равно 22. А для нашего мыска здесь мы оставляли всего лишь 15 петель. Поэтому с учетом того, что когда мы начнем вывязывать нашу косу, она немножечко стягивает полотно. Поэтому, провязывая сейчас первый наш ряд, вот когда мы будем провязывать первый наш ряд, мы должны с вами будем добрать, то есть прибавить недостающее количество петель. То есть 22 минус 15, это получается в первом нашем ряду нам нужно прибавить 7 петель. Мысок наш я буду вывязывать на 2 чулочных спицах. Вот диаметр 3,5 миллиметра. Достала кончик из середины моточка, ниточку от нашего основного моточка здесь я не обрывала. И сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю здесь я сейчас провяжу вот лицевой петлей. Дальше распределяем наши петли и делаем прибавки. То есть первая кромочная, дальше 2 петли лицевых. Это петли нашей платочной вязки. И дальше мы должны здесь добрать вот как раз таки в середине нашей косы 7 петель. Давайте сразу сначала и начнем делать эти прибавки. То есть вот идет наша петелька, я из нее сейчас должна вывязать 2 петли. То есть сначала я эту петлю провязываю вот лицевой за переднюю стеночку, петлю не снимаю и сразу же за заднюю стеночку еще провязываю 1 петлю. Вот только после этого я эту петлю снимаю со спицы. То есть таким образом мы сделали первую нашу прибавку. Дальше сразу же из следующей я буду делать вторую вот прибавку. Точно так же за переднюю стеночку провязали. Петельку со спицы я не снимаю. И сразу же вот за заднюю я провязываю еще 1 петлю. После этого петлю со спицы снимаю. Это мы прибавили 2 петли. Дальше вот идет наша петелька следующая. Здесь я провяжу ее за заднюю стеночку. Вот 1 вот лицевая. И за переднюю стеночку еще 1. 3 петли прибавили.
Дальше продолжаем. Вот 4 петли прибавили. 5. То есть из одной петли мы вывязываем 2 петли. 5. 6 петель мы прибавили и делаем последнюю нашу прибавку. 7. Так, в конце у меня осталось, смотрите, 1, 2, 3 петли. Это 3 петли, которые идут после нашей косы. Соответственно, вот этих 2 петли это петли нашей косы. Вот мы их просто провязываем. 2 лицевых, вот 3 петельки. Значит, также мы их вяжем лицевая, лицевая. И последняя петля кромочная, ее провязываю изнаночной петлей. То есть в лицевом ряду мы все петли провязали лицевыми и сделали в нашей косе 7 петель прибавку. То есть, если мы сейчас пересчитаем наши петли, у нас должно получиться на спице 22 петли. Вязание я перевернула на изнаночную сторону и приступаем к вязанию второго ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. С учетом того, что после кромочной вот петли и здесь вот в конце перед нашей кромочной петлей 2 петли это петли платочной вязки. То есть всегда эти 2 петли после и перед кромочными мы провязываем лицевыми. То есть вот кромочная, 2 петли лицевых, это петли нашей платочной вязки. И дальше 16 петель мы в изнаночных рядах их будем провязывать изнаночными петлями. То есть кромочная, 2 лицевых, 16 изнаночных. 2, 16 изнаночных петель в изнаночном нашем ряду я провязала, осталось 3 петли. Значит, я провязываю вот эти 2 петли лицевыми, так как это идут петли нашей платочной вязки, лицевая, лицевая и последняя кромочная петля, ее я буду провязывать изнаночной петлей. Смотрите, если, к примеру, вы боитесь запутаться, какие петли вам надо вязать лицевыми, какие изнаночными, то можете отметить маркерами или ниточками контрастного цвета вот эти 16 петель нашей косы. Так, чтобы вы знали нашу вот эту косу в лицевых рядах эти петли мы вяжем лицевыми, в изнаночных рядах эти петли мы вяжем изнаночными. Но на самом деле здесь все очень просто. Значит, смотрите, в лицевых рядах все петли мы вяжем лицевыми. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я вяжу лицевыми. С учетом того, что у нас здесь идет платочная вязка, здесь всегда эти петли и в лицевых, и в изнаночных мы вяжем лицевыми. То есть вот эти вот 2 петли после и перед нашими кромочными петлями. То есть вот лицевые все эти петельки мы провязываем. Это мы с вами провязали 3-й ряд. Вязание мы наше переворачиваем. И в изнаночных наших рядах, здесь вот смотрите, кромочную сняли. Первых 2 петли мы провязали лицевыми, это петли нашей платочной вязки, 16 петель изнаночных, это петли нашей косы. И вот 16 петель изнаночных я провязала, и вот когда в конце у нас остается в изнаночном нашем ряду 3 петли в конце, вот первую мы провязываем лицевую, вторую мы провязываем лицевую, и последнюю кромочную петлю, ее я провязываю изнаночной петлей. Вот таким образом вязание у нас выглядит с лицевой стороны. Давайте теперь сейчас это все запишем. То есть это мы сейчас записываем петли нашего мыска. Значит, мы провязали первый лицевой ряд. И в первом ряду мы прибавили 7 петель. Дальше мы с вами провязали второй, это и изнаночный ряд. И третий, это у нас был ряд лицевой. Четвертый, это мы провязали с вами и изнаночный ряд. И сейчас мы приступаем к вязанию вот как раз таки 5-го ряда. Теперь мы должны провязать самостоятельно, то есть вот в лицевых рядах все петли провязываем лицевыми, в изнаночных рядах это вот так мы вяжем наш мысок на протяжении вот всего вязания. В изнаночном нашем ряду кромочная, 2 лицевых, 16 изнаночных, 2 лицевых, 1 последняя петля изнаночная, это наша кромочная петля. То есть мы провяжем самостоятельно 5-й ряд. Это ряд у нас будет лицевой идти, вот отсюда мы вяжем самостоятельно. 6-й и изнаночный, 7-й L лицевой и 8-й и изнаночный, то есть до 8-го ряда, то есть 4 ряда вяжем самостоятельно и встретимся в начале 9-го ряда, и в 9-м нашем ряду мы будем делать перекрещивание в нашей косе. Вот я обозначу его крестиком. Итак, я закончила вязать 8-й ряд, и теперь мы приступаем к вязанию 9-го ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, дальше лицевая, лицевая, это петли
вот нашей платочной вязки. Дальше я беру вспомогательную спицу и на вспомогательную спицу снимаю 4 петли. 2, 3, 4. И эти петли я оставляю за работой. Смотрите, все перекрещивания в нашей косе мы всегда будем делать одинаково. Поэтому я сейчас покажу, каким образом мы делаем наше перекрещивание. Поэтому обратите на это внимание. И дальше просто скажу, в каких рядах нам нужно будет сделать это перекрещивание. То есть провязали вот этих 3 петли. Дальше первые 4 петли мы снимаем на вспомогательную спицу и оставляем их за работой. Это в начале нашей косы. Дальше мы провязываем с нашей основной левой спицы 4 петли. 1, 2, 3, 4. После чего вот я беру эту вспомогательную спицу, на которую мы оставляли вот 4 петли за работой, и провязываю вот как раз таки петли со вспомогательной спицей лицевыми. 1, 2, 3, 4. Мы сделали вот перекрещивание вот в одной части нашей косы. Теперь мы снимаем следующие 4 петли с нашей вот основной спицы. 1, 2, 3, 4. И теперь мы их оставляем уже перед работой. Провязываем 4 петли с основной спицы. 1, 2, 3, 4. Беру вспомогательную спицу. Вот она у нас идет. Мы ее оставляли перед работой. И теперь провязываю эти 4 петли со вспомогательной спицы лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4. И это мы сделали перекрещивание в нашей косе. Дальше я вяжу вот 2 петли лицевых, 1 изнаночная. Это наша кромочная петля. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны у нас идет вот все стандартно. То есть первую кромочную петлю я снимаю, 2 петли лицевых, 16 изнаночных. 16. Осталось 3 петли в изнаночном ряду. Я их, значит, провязываю лицевая, лицевая, и последняя кромочная я ее провязываю изнаночной петлей. И это мы с вами провязали 10-й изнаночный ряд. Теперь опять мы все петли вяжем вот так, как мы и начинали наше вязание. То есть в лицевом ряду все петли вяжем лицевыми, в изнаночном ряду кромочная, 2 лицевых, 16 изнаночных, 2 лицевых и последняя кромочная изнаночной петлей. То есть мы сейчас закончили вязать 10-й изнаночный ряд. Теперь мы вяжем наш мысок самостоятельно. Сейчас покажу до какого момента. Вяжем с вами. Я просто буду записывать ряды, а вы уже сами распределяете. Вот дальше изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. Вяжем 11, 12, 13, 14, 17 это у нас получается лицевой ряд, и в 17 ряду мы снова делаем перекрещивание в нашей косе точно таким же образом, как я и показала. После того, как мы сделали точно такое же перекрещивание, мы опять продолжаем вязать. Дальше мы вяжем вот так, получается 18, 19, 25 ряд, это у нас получается лицевой ряд, и в 25 ряду мы снова делаем перекрещивание в нашей косе точно таким же образом, как я и показала. После того, как мы сделали перекрещивание, дальше продолжаем вязать опять все петли вот нашего мыска, как я и показывала. 26, 27, 28. И встретимся, вот смотрите, 32 заканчиваем, это ряд у нас изнаночный, и встретимся в начале 33 ряда. Мы также будем делать перекрещивание в нашей косе, но сделаем мы его вместе, так как в 33 ряду я буду убавлять петли в нашей косе. Поэтому вот до 32 ряда включительно вяжем самостоятельно все ряды, где мы делаем перекрещивание, я только что показала. И встретимся в начале 33 ряда. Итак, вот я закончила вязать 32 ряд. Как я сказала, 33 ряд мы сейчас с вами будем провязывать вместе. Давайте на этом этапе также измерим вот эту нашу деталь. То есть, смотрите, будем измерять общую высоту, и она у нас получается, ну, вот где-то примерно 16-16,5 сантиметров. То есть общая высота вместе с нашей резинкой. Теперь давайте именно на этом этапе я вам объясню, какую деталь нам нужно связать больше или меньше,
так, чтобы вы смогли связать слитки на любой размер ноги. Значит, смотрите, когда мы сейчас вывяжем наш мысок вот здесь сбоку, в каждую кромочную петлю, вот они у нас идут, наши косички, здесь хорошо видны, мы будем добирать наши петли. Начинать набирать наши петли я буду вот с первой нашей платочной дорожки. То есть количество вот здесь провязанных платочных дорожек у нас и будет соответствовать количеству набранных петель. Единственное, сейчас в конце мы запустим вот эти петли нашей платочной дорожки, и поэтому мы ориентироваться будем вот именно на кромочные петли. Сейчас постепенно я буду запускать наш мысок. И когда я запущу все необходимые петли, каким образом я буду делать убавление, я сейчас буду это все показывать, мой мысок будет состоять из 14 петель. Сейчас напоминаю, на спице у меня их 22. Дальше, смотрите, 14 петель будет идти мой мысок. По 18 петель идут вот наши боковые части. Как раз таки, когда я вот здесь вот начну добирать петли, вот в эти кромочные косички, вот у меня получится, исходя из того количества провязанных рядов, которые я сейчас буду показывать, здесь 20 петель и здесь 20 петель. То есть, если итого мы сейчас это все сложим, 18, 20, 14, 20 и 18 на спицах, в итоге у меня получится 90 петель. То есть 90 петель у меня будет соответствовать где-то примерно 37-39 размеру. Плюс-минус несколько петель сильно большого значения иметь не будут, но просто чтобы вам ориентироваться. Просто когда вы сейчас начнете вывязывать ваш мысок, ну, во-первых, по ходу вязания можно это примерно примерять все на ногу, так? Также вы можете ориентироваться и вот как раз-таки на то количество петель, которое я вам сейчас говорю. То есть, если вам нужны слитки на размер меньше, то, соответственно, этот мысок вам нужно связать чуть короче, и тогда вот здесь вы уже будете, соответственно, добирать не 20 петель, а так как он у вас идет короче, и кромочных здесь петель этих будет меньше. Или если, к примеру, слитки вам нужны больше, то этот мысок мы вяжем чуть повыше. В процессе вязания можно параллельно подсчитывать вот эти кромочные петли, то есть у вас этих кромочных петель должно быть больше, чем 20, если слитки вам нужны на размер больше. Это я вам объясняю просто, чтобы вы понимали, что за счет высоты этого мыска вот мы можем отрегулировать размер наших слитков. Ну а мы сейчас с вами приступаем к вязанию 33 ряда, и в 33 ряду мы будем делать перекрещивание в нашей косе. Первую кромочную петлю я снимаю, 2 петли провязываю лицевых, это петли нашей платочной вязки. Далее я беру вспомогательную спицу и на вспомогательную спицу снимаю 4 петли. И эти петли оставляю за работой. Дальше с нашей основной спицы первую и вторую петлю я провязываю как 2 вместе лицевой петлей вот за заднюю стеночку, после чего провязываем еще 2 лицевых петли. Раз, 2. То есть с учетом этого убавления этих петель у нас 4. Но вот одну петельку мы здесь убавили, поэтому у нас их получается 3. Далее я беру вспомогательную спицу, которую я оставляла за работой. И со вспомогательной спицы я также провязываю первую и вторую петлю, как 2 вместе лицевой. Дальше оставшиеся 2 петли провязываю также лицевыми. И следующие 4 петли снимаю на вспомогательную спицу и оставляю перед работой. Далее опять первую и вторую петлю провязываю 2 вместе лицевой петлей. Еще 2 петли, раз, 2 провязываю вот просто по отдельности. Вот у меня их опять тоже здесь 3. Беру вот вспомогательную спицу, которую я оставляла перед работой, и со вспомогательной спицы также первую и вторую петлю провязываю 2 вместе лицевой петлей. И еще просто 2 петли по отдельности провязываю лицевыми петлями. Далее вот идет наша платочная дорожка. 2 лицевых вяжем. И последняя кромочная петля я провязываю изнаночной петлей. И это мы с вами провязали 33 ряд. И в нашей косе мы убавили 4 петли. 34 изнаночный ряд. Первую кромочную снимаю. 2 петли у меня идут лицевых. Уже у нас не 16 петель на спице, а 12. Поэтому 12 петель провязываю изнаночными. Это в изнаночном ряду. В конце вот у меня осталось 3 петельки.
2 петли я провязываю лицевых и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. И это мы с вами закончили вязать 34 изнаночный ряд. 35 лицевой ряд. Здесь мы также будем делать убавление. Первую кромочную петлю я снимаю, и следующих 2 петли, это петли нашей платочной вязки, я провязываю как 2 вместе лицевой петлей вот за заднюю стеночку, и дальше 12 петель, это петли нашей косы, я их провязываю лицевыми. То есть не довязываем 3 последних петель. Вот у меня осталось 3 последних петли, это вот петли нашей платочной вязки. Этих 2 петли я сейчас провязываю 2 вместе лицевой петлей. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. 36 изнаночный ряд, первую кромочную петлю я снимаю. 1 петля лицевая, 12 петель изнаночных. И в конце вот осталось 2 петли, я вяжу 1 петлю лицевую и 1 петлю изнаночную. Это кромочная петля. 37 лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше следующих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей. Это петля от нашей платочной вязки и первая петля нашей косы. Вот я их провязываю 2 вместе лицевой петлей. И дальше вяжу до конца этот ряд, не довязывая 3 последних петель. Петли я провязываю лицевыми. Вот у меня в конце осталось 3 петли. Вот последняя петля от нашей косы и первая петля от нашей платочной вязки. Этих 2 петли я также провязываю как 2 вместе лицевой, и последнюю петлю я провязываю изнаночной. Это кромочная наша петля. 38 изнаночный ряд. Кромочную снимаю, и все остальные петли до конца этого ряда я провязываю изнаночными петлями. 39 лицевой ряд. И сейчас мы сделаем последнее наше перекрещивание. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я беру вспомогательную спицу, и на вспомогательную спицу снимаю 3 петли. Оставляю эти петли за работой. Провязываю 3 петли лицевых с основной спицы, затем провязываю 3 петли лицевых со вспомогательной спицы, которую мы оставляли за работой. Далее снимаю 3 петли опять на вспомогательную спицу и оставляю их перед работой. 3 лицевых с основной провязываем спицы. После чего провязываем 3 петли лицевых со вспомогательной спицы, которую мы оставляли перед работой. И последняя кромочная петля, ее я провязываю в конце ряда изнаночной петлей. Вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону, и это у нас получается 40 изнаночный ряд. Это последний ряд вот нашего мыска. Кромочную снимаем, и все остальные петли до конца этого ряда мы провязываем изнаночными петлями. И вот мысок наш полностью готов. Мысок мы наш провязали из 40 рядов. То есть смотрите, чтобы было проще, когда мы сейчас будем добирать здесь петли, 40 наших провязанных рядов или какое-то ваше количество, мы делим напополам, и это у меня получается 20. То есть 20 петель я добираю с этой стороны и 20 петель я добираю с этой стороны. То есть и в итоге у нас получится вот здесь и вот здесь 40 петель. И теперь давайте измерим вот эту деталь в сантиметрах. И это у меня получается вот 19 сантиметров. Общая вот эта вот высота моей детали. Ниточку, которой я вывязывала наш мысок, я обрезала. Она нам больше не нужна. И теперь я возвращаюсь вот к этому краю. И теперь мы будем вывязывать вот этот подъем. Подъем этот я буду вывязывать платочной вязкой. Поэтому идет вот начало моего вязания. Вот я беру круговые спицы и вяжу первый ряд нашего подъема. Все петли я вяжу лицевыми. Это петли вот нашей боковой части. Вот идет последняя петля от нашей боковой части. Ее я также провязываю лицевой петлей. И теперь вот в эти кромочные петли я буду добирать наши петельки. Как я сказала, с этой стороны до нашей спицы в каждую кромочную петлю, если я буду добирать наши петли, у меня их должно получиться 20 петель. То есть именно вот здесь. То есть мы считаем 1, 2,
3, 4, 5. Петли я добираю вот сразу на спицу. Если неудобно, можете помогать крючком. Вот я набрала 19. И вот смотрите, последняя вот идет моя 20-я петля. То есть вот здесь я добрала 20 петель в каждую кромочную петлю. И теперь я продолжаю вязать вот эту центральную часть нашего мыска. Все петли я провязываю лицевыми. Если неудобно вязать на круговых спицах, можете распределять эти петли и на чулочные. Вот я провязала центральную часть нашего мыска, вот леску вытаскиваю и дальше продолжаю набирать петли вот по этому краю. 20 петель мы набираем. Вот здесь, чтобы дырочки вот такой вот не было, я вот захвачу еще вот этот край. Вот идет наша первая петля. И дальше пошли набирать вторая, третья, четвертая. Итак, и с этой стороны я добрала 20 петель и дальше просто продолжаю вязать вот эту часть боковых петель. Также все петли я провязываю лицевыми. Вот как раз таки здесь в конце нашего вязания, когда мы все петли добрали и провязали, вот наш первый ряд, здесь последнюю нашу петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Вязание вот я перевернула на изнаночную сторону, и сейчас я буду провязывать второй ряд. Так как это у нас идет платочная вязка, поэтому и лицевые, и изнаночные ряды мы все провязываем лицевыми петлями. Первую кромочную петлю я снимаю, последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. То есть таким образом мы сейчас вяжем наш подъем. Подъем, повторюсь, мы вяжем платочной вязкой. То есть итого, если считать вот здесь от нашего мыска, будет более просто наглядней, мы должны провязать 10 рядов. Или так, чтобы у нас было, вот мы с лицевой стороны смотрим наше вязание, 1, 2, 3, 4, 5 платочных дорожек. То есть вяжем вот все петли по кругу лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. 10 рядов. Итак, вот я провязала 10 рядов подъема, или у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5 платочных дорожек. Итак, давайте теперь измерим нашу деталь в сантиметрах. Вот здесь сначала измерим там, где у нас идет резинка. И это у нас получается, ну вот примерно 8-8,5 сантиметров высота вот здесь в этом месте. И соответственно, если измерим вот эти 10 провязанных рядов или 5 платочных дорожек, и это у меня получается, ну вот где-то 3 сантиметра. Мы сейчас с вами провязали наш подъем. И теперь мы будем приступать к вывязыванию нашей подошвы. Подошву я буду вывязывать из 12 петель. Для этого я беру наше общее количество петель, которые у меня сейчас находятся на спице. То есть у меня их 90. От этого числа я отнимаю 12. Это то количество петель, ну, из которого я буду вязать нашу подошву. И это у меня получается 78. Дальше наши 78 я делю напополам, так как вот одна часть у нас будет находиться с этой стороны, а вторая часть с этой стороны. И это у меня получается 39. То есть я беру вязание лицевой стороной к себе. После того, как мы вот с вами провязали 5 платочных дорожек, и сейчас я провязываю лицевыми петлями 39 петель. Это с учетом нашей кромочной петли, поэтому кромочную я снимаю, это наша первая петля. И дальше я вяжу 39 петель, чтобы у меня было на правой спице. Петли я провязываю лицевыми. Итак, вот я провязала 39 петель, и вот следующие сразу 12 петель это будут идти петли нашей подошвы. Поэтому я вяжу вот первую лицевую, вторую, третью. Вот у меня идет 11 петля, и вот 12 петля, это последняя петля от нашей подошвы. В лицевом нашем ряду последнюю петлю от нашей подошвы, то есть 12-ю, мы будем провязывать вместе с петлей от боковой нашей части, как я сказала, с лицевой стороны. Эти 2 петли мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И вязание наше перевернула на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную вот я петельку снимаю, и дальше я вяжу вот 1, 2, 3, 4,
5, 11 петель я провязала, и вот идет наша 12 петля. В изнаночном нашем ряду эту 12 петлю от нашей подошвы мы будем также провязывать вместе с петлей от боковой части, но в изнаночном ряду эти 2 петли мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей вот за заднюю стеночку, и вязание я наше переворачиваю на лицевую сторону. Еще раз давайте покажу. Первую кромочную петлю я снимаю, то есть это наша первая петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 петель я провязала, и вот идет наша 12 петля. Сейчас ее будет хорошо видно, так как здесь вот это расстояние получается чуть больше, нежели вот обычное расстояние между петлями. 12 нашу петлю в лицевом ряду мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей вместе вот с петлей вот этой боковой части. Вот 2 вместе изнаночной петлей я провязала, и вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вот первую петельку я снимаю, и дальше опять вяжу 11 петель с учетом нашей кромочной петли. То есть не довязываем последнюю 12 петлю нашей подошвы. И здесь тоже вот это расстояние хорошо видно. То есть это идет последняя петля от нашей подошвы, и это идет первая петля от нашей боковой части. В изнаночном нашем ряду эти 2 петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей за заднюю стеночку. И вязание опять я переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом мы вяжем нашу подошву, убавляя в конце каждого ряда 1 петлю вот от нашей боковой части до тех пор, пока вот в конце с этой стороны и соответственно с этой стороны в наших этих боковых частях не останется вот 5 петель. Итак, вот я провязала подошву до тех пор, пока с каждой из боковых частей у меня не останется по 5 петель. Теперь я буду также продолжать запускать петли вот по этим боковым частям. Единственное, сейчас я начну убавлять петли и по нашей подошве. Первую петлю кромочную, это первая петля нашей подошвы, я снимаю, и дальше я вяжу. Все петли провязываю лицевые, не довязывая 3 последних петель, это именно петли нашей подошвы. То есть вот идут 5 петель, это петли боковой части, и 3 петли это петли от нашей подошвы. Первую вот эту и вторую петлю я сейчас буду провязывать 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И это идет моя лицевая сторона, то есть последнюю 12 петлю я также продолжаю провязывать вместе с петлей от нашей боковой части, 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону. И также я буду провязывать в изнаночном нашем ряду. Первую кромочную петлю я снимаю и опять вяжу все петли лицевые, не довязывая до конца 3 петли, это петли нашей подошвы. Вот у нас осталось 3 последних петли, это петли нашей подошвы. Первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, и это мы вяжем изнаночный ряд. В изнаночном нашем ряду последнюю 12 петлю и первую петлю от нашей боковой части мы провязываем 2 вместе лицевой петлей за заднюю стенку, и вязание я наше переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом мы продолжаем запускать наши петли. То есть не довязываем до конца 3 петель, убавляем вот эти 2 петли, провязывая их 2 вместе лицевой петлей, и с лицевой стороны 12 петлю и петлю от нашей боковой части мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И в изнаночном нашем ряду мы делаем то же самое. То есть сейчас мы убавляем и вот эти боковые петли, и в конце каждого ряда мы убавляем по 1 петли от нашей подошвы. И вот я практически довязала все до конца. У меня осталось вот с изнаночной стороны 4 петли. И вот первую петельку я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой. И вот последняя наша петля от нашей подошвы, мы ее провязываем в изнаночном нашем ряду. Вот эти 2 петельки, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, и у нас остается на спицах 3 петли. Вязание вот я развернула лицевой стороной к себе. Вот идет моя первая кромочная петля. Я ее просто сейчас, смотрите, снимаю, и эту ниточку вот
между вот первой и второй петлей вывожу вот как бы на изнаночную сторону, петлю возвращаю обратно, и вот этих 3 петли я сейчас провязываю 3 вместе лицевой за заднюю стеночку. Петельку вытаскиваю подлиннее и кончик здесь обрезаю с учетом того, чтобы нам хватило его сшить заднюю часть нашего слитка. Дальше в эту нашу петельку продеваем вот этот кончик от моточка, который мы обрезали, и петельку аккуратно затягиваем. Теперь мы эту ниточку должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать следок я буду по лицевой стороне, поэтому я беру 2 края, складываю их между собой, и смотрите, сшивать я буду не за вот эти кромочные петли, вот эти косички, а после кромочной петли сразу идет первая петля. Вот в данном случае первая петля платочной дорожки. И вот я вставляю в первую вот эту петельку нашу иголочку справа налево, после кромочной первая петля. Справа налево и ниточку вытаскиваю. Иду на обратную сторону, смотрю, платочная наша дорожка. И вот наша первая петля после кромочной. Справа налево и в эту сторону я вставляю иголку, ниточку вытаскиваю. Иду дальше. Вот эту полосу мы прошили, идем вот к этой платочной дорожке. Вот наша это первая петелька. Справа налево вставляю иголку, ниточку вытаскиваю и иду сюда. Вот вторая наша платочная дорожка. И вот наша первая петелька. Справа налево. Платочные дорожки здесь я прошила, теперь идет вот как раз таки наша резинка. Резинку мы будем прошивать точно таким же образом, то есть кромочные вот эти петли мы не трогаем. Вот идут наши изнаночные здесь петельки, то есть вот здесь мы прошили, вот мы вставляем иголку справа налево в петельку, сразу вот которая идет после кромочной, вот дужечка наша, и сюда. Так, вот я прошила заднюю часть слитка. Вот так шов у нас смотрится с лицевой стороны. Вот так он у нас смотрится с изнаночной стороны. Теперь нам осталось только по изнаночной стороне спрятать все кончики. Кончики прячем самостоятельно, любым удобным для вас способом. Итак, друзья, после того, как мы спрятали все кончики по изнаночной стороне, наши следочки полностью готовы. Вот такая красота у нас с вами получилась. Поэтому, если вам понравилось данное видео, поддержите меня пальчиком вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.